Сейчас мы разрываем все шаблоны, и мы попали на территорию легендарного завода Россельмаш. Внутренний мальчик, по-моему, у нас включился. Хочется покататься. На комбайне, поедем на комбайне! Не дадут нам ездить за рулем, а то, может быть, будет международный инцидент. С нами будет за рулем шеф-инженер Игорь. Игорь, вот по-ростовски, да. Попробуем, что это значит заняться сельскохозяйством по асфальту. Я в корпоративном свете вот сегодня одевался красный наш. Россельмаш forever! Как недавно вот открыли Крымский мост, и президент ехал на КамАЗе по мосту. Потом рядом с ним были два мужика, и была такая шутка: мы не знаем, что за мужики, но водитель у них президент. Если есть такая машина, это очень классная работа, я рассматриваю уже вариант трудоустройства. Главное, ставим сюда магнитофон, и туда кассета ДДТ. Сделаешь, Жень, нам короткое видео минут на 20? Я достаточно взрослый для того, чтобы помнить программу «Прожектор перестройки». В ней рассказывалось о достижениях социалистического строя. По полю шли красивые оранжевые комбайны «Нива». Вот прямо перед глазами сейчас вижу. С 29-го года вообще существует завод, 90 лет почти. И сейчас, когда мы видим совершенно другие машины, ну это прям круто. Я вот смотрю, и сердце радуется. Я смотрю, как раньше было. Вот. Все говорят, раньше лучше было. И вот на этой железной коробке будешь с утра до вечера, пыльно все. Вот, раньше лучше было. Хотя здесь нельзя жаловаться, потому что рядом есть вот эти комбайны, которые были до этого. Сначала без крыши нужно было ехать. И вот так на открытом воздухе, неважно, какая погода, какая жара, пыльно все. И, наверное, люди радовались, когда хотя бы появилась вот какая-то крыша, да? Каждый год, 1 июня, дети сотрудников Россельмаш делают рисунки. А потом, кто победил вот этого конкурса, профессиональные художники приходят и под идеей ребенка переносят и делают вот здесь на стене. И давайте почитаем вместе. Во здоровье всех полей, их опрысни и полей. Что такое опрысни? Россельмаш. У данного комбайна появился ЧП, вот, пожар на поле. Вот. Это Тором 750, я так понимаю, возле пирамидов пашет. Тут есть один художник, который рисует так же, как я рисую. Мне нравится. Интересно, это на экспорт или для внутреннего? И я всегда думал, где столовая номер 1? И оказывается, это вот здесь, на заводе Россельмаш, первая столовая России. Мы, друзья, делегация. 12 лучших маляров. Маляров. Маляры — это зубы, по-моему, такие. Я взял капуста, щи, гороховое пюре, рыбу. Я где-то слышал, что народное творчество выражается именно в книжке отзывов и предложений. Тут очень простая система. Вот. Вам нравится наш ассортимент. Вот. Я тоже выбираю. Мне так понравилось. Я думаю, никто не узнает, если я это сделаю. Я еще второй раз. За Наполеон. Я не то чтобы я примерно понимаю, как собирать вот такую технику, но я вообще не понимаю, как можно собирать вот такие машины. Поэтому было бы очень классно, если бы сейчас мы могли сходить в цех. Мы сейчас прошли экскурсию. Да.
завода. Расскажи вкратце, что тут происходит. По-моему, это нереально круто. Более того, я слышал о том, что на больших заводах автомобильных в основном работают роботы. А здесь вполне себе живые мужики с таким с матерком, рабочий класс, которые просто демонстрируют невероятные штуки. Знаешь, что больше всего меня поразило? Насколько круто внутри выглядит комбайн. То есть это вот прямо отполированная штуковина. Да, прямо хочется на этом комбайне просто сгонять стильно вечером. Чисто, я бы даже сказал, уютно в каком-то смысле, да, то есть, но при этом есть всякие советские крутые артефакты, как, я уверен, Женя нам сейчас покажет, как выглядят современные мотивационные плакаты на заводе «Россельмаш». Я обратил внимание, кстати, что работники данного завода действительно следуют вот это больше дела, меньше фраз. Я не вижу, что болтают на работе, просто они работают. Я должен подтвердить, я так понимаю, да. Да. Утром после тест-драйва на комбайне я хотел устроиться фермером. А теперь, после того, как побывал на этом заводе, где тепло, чисто, сухо и отлично кормят в столовой номер 1 в России, вот, я уже хочу здесь устроиться на работу. А ты бы хотел в каком цеху устроиться на работу? Но, на самом комбайны деле, собирают или трактора? вот, на самом деле, это вопрос подписчикам. В каком цехе я должен устроиться? И кем? Вот, Кем и там кем. На комбайне я должен собрать. Или трактора я буду собирать. Вот, ну, это более спокойно, но все равно да, целеустремленный вот такой цех. Больше дела, меньше фраз. Во время Советского Союза. Я не знаю, ты помнишь, наверное. Но мне говорили, что они сделали специально такие магазины, чтобы показать иностранцам, что все хорошо. А здесь сделали специально завод целый такой, чтобы показать иностранцам, что все вообще слишком круто.